Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 28 августа по 3 сентября. Уже начало осени, лето словно встречается с осенью на этой неделе. Время летит очень быстро. Давайте мы узнаем, что нам хотят подсказать карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз – это всего лишь прогноз. Но я так надеюсь, какой-то инсайт вы определенно получите. И я решила немножко изменить формат нашего видео. Мы вот так разложим карты и будем доставать. По одной оставим прежние вопросы. И первый у нас будет, что важно знать для вас на неделе, что наиболее будет актуально, мои дорогие близнецы, что важно знать. Вот интересно, у кого-то проиграется буквально королева Пентаклей, человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли или имеет асцендент Телец, Дева, Козерог. Или это ваша личная жизнь, или, может быть, по работе. Но если мы в целом просто смотрим энергетику, это когда у вас все под контролем. Это когда вы какую-то, может быть, то, что было в ментальности, или мечту, или какую-то свою идею словно реализуете. И самое главное, нет ничего такого из неожиданностей. И даже если они приходят, как раз по королеве Пентаклей, это та, которая умеет создать какой-то порядок в какой-то неразберихе. И поэтому, скорее всего, для вас эта карта будет говорить, что вы останетесь этой неделей довольны, даже если какие-то турбулентности, тысячи неопределенностей вы сумеете отстроить или направить в какое-то то русло, которое нужно вам, мои дорогие. А у кого-то из вас может быть, правда, взаимодействие с таким человеком. Ведь энергетика этой карты, когда мы надеемся сами на себя, значит, и человек где-то надеется сам на себя. По таким картам часто проходят люди, которые надежные. Может быть, какой-то ваш надежный друг. Или это может означать какие-то вопросы по работе тоже и контакты с человеком, на котором вы можете положиться где-то так. Или эта карта может означать как раз вопросы просто в целом отношения и финансы. У кого-то так проиграется. Ведь у нас еще на неделе как раз ретроградная Венера. И вполне вероятно, что по этой карте вы будете уделять больше внимания как отношения или личная жизнь и вопросы финансов. Они словно могут переплестись. Давайте узнаем, чего не избежать. И у нас выпадает карта Королева Мечей. Ну, где-то это ваша карта, и может быть двояко. С чем-то вам захочется, может быть, разобраться, в чем-то поставить точку. Какой-то ваш рационализм определенно возьмет вверх, или, может быть, сложится та ситуация, когда, ну, и расчет, и математический подсчет будет наиболее актуален. Одним словом, когда не нужны эмоции, когда эмоции могут помешать. Для кого-то из вас вопросы, когда мы вынуждены, иногда проходят по этой карте, допустим, обращаться к узким специалистам, к врачам. По этой карте мы можем и учиться, кстати, или сами быть преподавателями, или искать какую-то информацию. Но это про образ Юдифи, для чего все мы это делаем? Чтобы с чем-то разобраться, в чем-то поставить точку. Все-таки у нас королева мечей с мечом, и подразумевается, что мы собираемся от чего-то отказаться и должны просчитать, как будто в чем-то не ошибиться. И вполне вероятно, вы будете вот какой-то свой проект, вопрос, тему, которая есть у вас на повестке дня, вот таким образом рационально просчитывать. Давайте мы узнаем, чему сейчас не время или что нам может помешать. Вообще вам ничто не может помешать, но вот где-то у нас по двойке кубков это карта любви, карта эмоций. Может быть, где-то ваши эмоции, они идут вразрез с какой-то реальностью, у кого-то и так может проиграться. Или есть какая-то помеха в отношениях с вашим человеком, и вам захочется эту помеху устранить. А для кого-то из вас захочется просто, может быть, ничего где-то не делать, не предпринимать никаких шагов, посмотреть, как будет развиваться та или иная ситуация. Я не могу сказать, что есть конкретные помехи какие-то. Или вот мы говорим, чему сейчас не время. Любви всегда время. И ведь по двойке
кубков нам показаны именно отношения, которые построены на искренности, словно двое людей понимают друг друга без слов. Но, может быть, у кого-то из вас какая-то личная история пройдет, и, значит, есть какая-то, может быть, и не у всех, но у кого-то из вас ложка дегтя в ваших отношениях, то, что вас не устраивает, и вам захочется этот вопрос прояснить. А у кого-то этот вопрос будет касаться даже недвижимости или какой-то работы. Может быть, и на работе, допустим, все спокойно, все понятно, да, но есть какой-то пункт, которым я недоволен или недовольна, и я бы хотел или хотела это прояснить. И ощущения мне, словно мои эмоции, мешают. Такое может быть. Или какой-то баланс мне, словно вроде бы все хорошо, но вот что-то мне в этом хорошо, нехорошо. Вот правда, у кого-то бывает такое противоречие. Рядом у нас все же королева мечей. Или в какой-то вашей личной истории есть какая-то преграда. И так у кого-то тоже может быть. У кого-то личный союз, кто знает. Все-таки у нас две королевы, и поэтому вполне вероятно для кого-то из мужчин это может означать как любовный треугольник или какая-то история. Одна не закончена, а вторая уже началась, но тоже есть какие-то неопределенности. И вроде бы нужно действовать рационально, а нас где-то захватывают эмоции. Может быть и так. Но я для большинства должна сказать, нет просто помех на неделе вообще. Но нас определенно рядом с королевой мечей что-то может не устраивать. Что нам будет помогать? Давайте узнаем. Вы знаете, какая-то неспешность. Карта повешенного. Тем не менее, наверное, торопиться вам не следует, мои дорогие близнецы. Если на повестке дня любого плана вопрос у вас сейчас, как бы ты тут не торопился, как бы ты не что-то форсировал, наверное, есть как минимум одна какая-то тема, которую мы на неделе не решим, не ускорим. Все же старший аркан. Есть какие-то обстоятельства, которые мы должны принять во внимание. И сколько не ускоряйся, ну, итог какой-то мы не подведем, наверное, так. Нам как будто наоборот помогает, как ни странно, именно то, что могут быть в чем-то задержки, кто знает. Иногда и правда, мы что-то форсируем, прикладываем много усилий, а время само словно расставляет все по местам, все точки над «и». Для кого-то из вас эта карта может советовать еще и словно увидеть какое-то дело, тему, вопрос с другой стороны. По карте повешенного человек сам себя перевернул как будто для того, чтобы увидеть с другого ракурса. А для кого-то из вас это может означать выход как раз из сложной ситуации, из тупиковой ситуации. Нам это будет помогать. Или, может быть, где-то не взять на себя дополнительных обязательств, чтобы не быть словно в состоянии жертвы или в роли вот подвешенного, да, заложником, мы говорим, ситуации, когда не сказали ни да, не сказали ни нет, и вот это ожидание, которое тянется до бесконечности. У кого-то может проиграться по поводу личной жизни, а у кого-то и по поводу работы. У нас все-таки королева мечей, когда с чем-то мы хотим рационально разобраться. А для кого-то из вас может быть та ситуация, которая связана с конкретным человеком, как будто мы не можем что-то, какое-то решение убыстрить. Но так или иначе, аркан повешенного у нас выпадает в позиции, что нам помогает. Поэтому, ну, как будто не время, словно, может быть, на этой неделе от чего-то отказываться, словно отрезать, проводить какие-то параллели или форсировать, повторяюсь, решение какого-то вопроса, и нам говорят, пройдет время, и все встанет по своим местам. Давайте мы узнаем, а что от меня скрыто? Что мы можем не увидеть? Ну, сказать, что от нас что-то может быть нарочито скрыто, то нет. По пятерке кубков какая-то хандра, потому что мы не можем решить тот или иной вопрос. Нет ничего скрытого для вас, мои дорогие близнецы. Но есть у каждого своя какая-то тема, которая нас точно не радует. И она просто может словно активизироваться на этой неделе и вам добавить разочарование. Вот теперь вот все 5 карт я могу сказать, что есть какая-то история, которую вы хотели бы решить именно в том ключе, как вам хочется. Но по какой-то причине вопрос тормозится.
Это где-то может вас разочаровывать, подталкивать к какому-то важному решению. Но помните, да, рациональному нужно быть. И может быть создаться такая ситуация, когда вам нужно будет высказать свое мнение, но себе не навредить. Мои дорогие, тут тоже будет важно не пойти в какую-то конфронтацию, а я могу предположить, для кого-то захочется именно потому, что хочется уйти от какого-то разочарования. Что-то идет не совсем так, мои дорогие близнецы, как вы бы хотели. Дела, работа, бизнес, давайте мы посмотрим. Ну, вот полное взаимопонимание, нам опять про искренность, поэтому двойка кубков как раз проигрывается со знаком плюс. Нет явных помех на неделе, кроме как ожидания, может быть, или есть ситуация, которая от нас не зависит. Ну, так значит, надо принять так, как есть, как данность какую-то, и не пытаться что-то ускорить. Нам карта говорит, как раз в делах у вас будет прогресс по шестерке кубков. Здесь, знаете, могут проиграться вопросы с детьми, кстати, вопросы, связанные с родственниками или с людьми издалека, встречи, может быть, с такими людьми, общение, или когда к нам, кстати, люди относятся очень искренне по этой карте. Когда иногда проходят даже наши внуки, например, когда мы кого-то обучаем, кстати, по этой карте, словно делимся своим опытом, такое тоже иногда проигрывается, но чаще всего это карта дипломатии, это карта взаимопонимания, и поэтому через эти энергии мы все равно решим все свои вопросы. Неделя нас порадует тем, что мы себе наметили. Видимо, у нас все равно идет под контролем. Это первое. А второе, что есть баланс. По шестерке кубков есть всегда эмоциональный баланс и диалоговая какая-то форма. И значит, оставьте все как есть, если действительно что-то вы не можете решить на этой неделе. Но с чем-то разобраться захочется, и я бы тогда сказала, ну, больше в мягких энергиях каких-то, больше направленных на дипломатию, на то, чтобы услышать друг друга. И это не обязательно про личную жизнь. Это может касаться решения вопросов в каких-то инстанциях. И я могу сказать, по делам в целом продуктивная неделя. Давайте мы посмотрим, а что же тогда у нас по деньгам? Семерка жезлов, много людей, много информации. Нам говорят, если мы конкретно про деньги, может быть, как предложение или на вас могут воздействовать, что-то приобрести, или может быть много возможностей. Но чаще это как карта изображает словно соревнование или какой-то вопрос, к которому нас могут пытаться словно приобщить, чтобы мы в чем-то проучаствовали. Это может означать как дополнительная работа, например, для вас. Или словно кто-то из вас захочет, правда, попытать себя или испытать, скорее так, в каком-то конкурсе, чтобы получить ту или иную должность. Или включиться в множество вопросов, пытаться успеть во все инстанции. А карта нам говорит, нет, держись сторонним наблюдателем. И если мы это переведем на деньги, я бы сказала, с деньгами будьте аккуратны. Видимо, может быть, это ваши какие-то желания приобрести что-то, а может быть, воздействие со стороны на вас, чаще именно со стороны как будто. Но как будто вот не время на этой неделе деньги тратить, правда? И у нас королева Пентаклей выпадает, даже если это не связано конкретно с человеком, энергетика, что важно знать, больше на сохранение. Что у нас в личной жизни, давайте узнаем. А здесь мы словно 9 жезлов. Вообще в герметической колоде Таро это карта великой мощи. То есть с физической силой, физической формой у нас как будто будет полный порядок. Но, видимо, есть то, чего мы не должны пропустить с одной стороны, а с другой стороны для кого-то из вас просто захочется вот так отгородиться от мира. Никого не слышать, никого не видеть. Может быть такое настроение все-таки на личную жизнь. Может быть из-за усталости или из-за многозадачности. Рядом у нас семерка жезлов выпала. И мы сказали, что да, тут могут быть люди, которые словно вас так пытаются в разные стороны направить или какую-то свою идею, тему возложить на вас. И вам это может не понравиться. И захочется, правда, где-то поставить вот этот невидимый забор и пронаблюдать, как будет ситуация сама по себе развиваться или как будут себя люди вести, что будет потом. Поэтому, может быть, нам дважды выпадает старший аркан повешенный. И мы с вами сказали, позиция, что нам помогает.
когда какая-то неспешность, когда мы, как и не форсируем, а больше наблюдаем и словно должны увидеть какую-то ситуацию, мои дорогие, с другой стороны. И по девятке жезлов, хоть наша физическая форма в порядке, хоть у нас вообще все под контролем, но дважды нам говорит карта, нас что-то не должно застать врасплох. И я бы сказала, вопросы финансов и, может быть, личной жизни у кого-то проигрываются тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.